Всем привет из Мраморноморского региона Турции, из красивого городка Гимлик. Кто со мной не знаком, зовут меня Светлана. Живу я в этом регионе уже 3 года. Сегодня у нас 4 февраля. За окном пасмурный, дождливый, серый день. И я решила сегодня ответить на самые популярные вопросы и поговорить с вами на самую злободневную тему сегодня в Турции. Это о заме, о повышении цен на коммунальные платежи, на электричество и на газ. Также мы сегодня в этом видео поговорим с вами, кому стоит переезжать в Турцию, подсчитаем траты на переезд немножко и поговорим о пенсионерах, о наших пенсионерах, собирающихся на ПМЖ в Турцию. Ну и давайте поговорим о самом популярном вопросе, насколько поднялись коммунальные платежи в нашем регионе. Начну, наверное, с газа. Не то, что сильно переживала, но задумывалась, с какой придет счет за газ. Потому что у нас были очень холодные дни, не только у нас, во всей Турции, в курсе, кто следит за новостями турецкими. Снег лежал, и, естественно, газовый котел работал у нас с полной мощностью. За прошлый отопительный сезон самый большой счет у нас приходил 320 лир. В этом году за декабрь счет пришел 380 лир, за январь счет пришел 402 лиры. Поддерживали мы температуру комфортную в доме, то есть какой-то такой жесткой экономии не было. Единственное, что мы закрыли гостевую комнату, включили на небольшой режим отопления, чтобы не было плесени, чтобы она не простывала, не остывала, на 3, по-моему, и закрыли эту комнату. И отключили в данной комнате одну из батарей. Одной вполне достаточно, в этой комнате не часто бываем в салоне, и одной батареи тут достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру. А так спальня, кухня, столовая у нас отапливается в полную мощь. Если учесть температуру на улице, то я считаю, что это нормальный счет. Пришел даже с учетом подорожания. По электричеству. Электричество тут немножко у нас сложнее. Раньше счет за электричество в месяц у нас был в районе 80 лир. 80-85, вот так. Приходил счет за 2 месяца, то есть приходит счет 161 лиру, на следующий месяц он приходит нулевой. Через месяц он опять приходит, там какая-то сумма, ну в том же пределе 160-165 лир, вот так. То есть счет приходил одной суммой за 2 месяца. Так как в январе счет пришел за декабрь и ноябрь нам порядка 168 лир, по-моему, или 161 лиру, то в этом месяце должен был бы прийти, по идее, нулевой счет. Надеюсь, я понятно объясняю. То есть у нас сумма выставлялась раз в 2 месяца. Но в этом месяце пришел счет 151 лиру за электричество. То есть, если платеж 161 лиру мы разбиваем на 2 месяца, это выходит где-то по 80 лир в месяц. То сейчас счет у нас пришел 151 лиру за месяц. Где-то на 90% получается подорожало электричество. 150 отнять 80, где-то 70 лир. На 70 лир у нас прибавился счет. Я считаю, что это вполне по-божески, потому что если учесть, какие счета приходят на Средиземноморском побережье людям, там и 1000, и 2, и 4000 в группах пишут, что... Поэтому, как говорится, мы перекрестились, что у нас такой счет. Но надо учитывать, что у нас отапливается квартира газом, электричество мы вообще не экономим, даже иногда забываем свет выключить. Почему у нас еще небольшой счет за электричество? У нас современная новая техника, стиральная машина, холодильник, самая такая. Единственное, что кондиционер у нас старенький, но мы им практически не пользуемся. Это, наверное, на моей памяти только тем летом, самые жаркие 10 дней, вот мы включали его, он у нас 10 дней этих и работал круглосуточно. А так мы его практически не включаем, у нас продуваемая, проветриваемая квартира, и как бы открыли окна там, и комфортно в доме. И когда люди пишут, что там им пришло 2000, 3000, 4000, там кому-то приходят счета за электричество, это, конечно, за обогрев кондиционерами, какими-то радиаторами,
электрические полы сюда можно включить, электрические простыни, ну, в общем, все электрические приборы. И, конечно, газовое отопление – это большое преимущество. На какую тему я бы еще хотела с вами поговорить? Это по поводу переезда в Турцию в данный период времени. Недавно вышло мне видео в рекомендованных одного известного блогера. Он интервьюировал переехавших на ПМЖ в Турцию из разных городов. Итак, пролистав видео, я думаю, если зацепит, я посмотрю его полностью. На каком бы моменте я не остановилась, везде для меня был какой-то просто трэш. Сплошная липа, сплошная неправда мне показалось. И пролистав комментарии, думаю, ну сейчас бедный парень получит от тех, кто действительно живет в Турции, кто знает эту ситуацию изнутри. Думаю, сейчас его там порвут в клочья. И что интересно мне было, что пенсионеров очень много в Турции, и что живут столько, что тут не протолкнуться. Сплошные пенсионеры из России, из бывших стран СНГ переезжают, и что они тут живут припеваючи и так далее. И я хотела бы эту тему немножко затронуть, потому что я тоже хожу, рассказываю, как тут замечательно, как красиво. Думаю, мало ли кто-то, посмотрев мои видео, тоже решит, что здесь все дешево, все прекрасно, и не просчитав своих возможностей, рванет сюда, и потом будет обвинять меня и других блогеров, рассказывающих только все положительное, все только хорошее о Турции. Во-первых, те респонденты, которых интервьюировал этот блогер, у меня сложилось, во всяком случае, такое впечатление, что они рассказывали не действительно, как есть в Турции, как тут обстоят дела, а просто рассказывали о себе для своих знакомых, для соседей, для родственников. И они доказывали им, как они здесь богато живут, как у них здесь все хорошо, по 10 тысяч долларов они тут зарплату получают, приехавшие сюда. Я так посмотрела, думаю, нет, надо мне объясниться перед своими зрителями, как действительно обстоят дела в Турции и кому в Турции жить хорошо. По поводу переезда пенсионеров в Турцию. Если брать не московскую пенсию, не какую-то специальную, северную, военнослужащих, то на эту пенсию, конечно, переехать в Турцию, особенно сейчас, когда так подорожали коммунальные платежи, вырос получение икомета, страховка медицинская очень выросла. Если раньше она стоила там порядка 700-800 долларов, это опять же в зависимости от возраста, чем старше человек, тем дороже страховка. То сейчас она вообще стоит там по 2, по 3, а то и по 4 тысячи. И чем шире объем оказания медицинских услуг по страховке, тем она дороже. Поэтому медицинская страховка, стоимость за жилье выросла очень и на продажу, и на аренду, и на среднестатистическую пенсию России, конечно, пенсионерам здесь не выплатить. Если даже есть какой-то запас, оформить страховку, получить вид на жительство, оплатить 3 суммы за аренду квартиры, я сейчас не беру покупку, говорю об аренде, то это должны быть приличные накопления на первое время. Пенсионеры, которые будут чувствовать себя в Турции комфортно, это рантье. Это те, у кого есть какая-то недвижимость в своих городах, которую можно сдавать, плюс пенсия, и на это жить. Хочу еще затронуть тему о работе в Турции. Также она очень часто звучит и в вопросах на моем канале. Есть ли возможность в Турции найти работу? С работой здесь вообще никак. 0,9. Возможно, там кому-то супер повезет. Работать в Турции можно только в 2 случаях. Это гражданину Турции искать работу, когда получит уже гражданство, либо по рабочей визе. Рабочую визу можно получить из своей страны. Сейчас в Турции найти работу, приехав сюда, легально устроиться, это в первую очередь трудоустраивают своих. И даже если вдруг вас поймали, а вы имеете не то, что там аренду какую-то в Турции, а вы имеете свое жилье и устроились куда-то нелегально работать, и вас поймали, то вас просто депортируют, невзирая на то, что у вас есть недвижимость в Турции. Поэтому приезжать в расчете на то, что авось, на русский авось я как-нибудь устроюсь и прорвусь, я считаю, что глупо. Турция дает предпочтение своим гражданам. Она трудоустраивает сначала своих граждан, потом уже всех остальных. Кто же все-таки переезжает? Почему столько много русских
русскоговорящих, точнее, в Турции живет, особенно в регионе Анталии. Переезжают в 3 категориях. Это с удаленной работой, удаленная работа, либо доход в своей стране, тем здесь жить комфортно. Это фирма, это сдача в аренду своей недвижимости, либо это замужество. Замужество, ну, это тоже палка о 2 концах, кому как повезет. Объясню почему. У меня из всех моих знакомых в окружении только один положительный пример такого брака. Знакомых много в разных городах Турции. Среднего возраста женщин, которые в браке. В основном вы поймите правильно, что турецкие мужчины, которые и богатые, и добрые, они расхватываются своими же женщинами. Их сосватывают тетушки, сестры, соседки и так далее на своих каких-то хороших, приличных турецких женщин. Нашим женщинам достаются те мужчины, за которых ни одна турчанка замуж не выйдет. Я не говорю, что это все так здесь, что это обязательно так, но в большинстве своем это так. Я имею в виду, это зрелый возраст. У молодежи все совсем по-другому. Там влюбился, познакомился, влюбился, женился, детьми оброс. И, как говорится, там другая ситуация. Мы сейчас говорим о среднем возрасте и выше. Насмотревшись сказки, это как турецкий век или какой-то там золотой век, абстрагируйтесь от телеэкрана, от киносказок. Вот такое у нас сегодня получилось с вами видео, не совсем позитивное, немножко отошла от своего формата. Рассказывать только хорошее и позитивное, не грузить проблемами своих подписчиков и зрителей канала. Но я посчитала нужным все-таки немножко развеять этот розовый туман вокруг переезда. Конечно, в Турции очень хорошо с чем? С продуктами питания, особенно овощи, фрукты. Я считаю, что молочка, молочная продукция несравненно лучше, чем в России. Это я с твердым убеждением хочу сказать. Я имею в виду, что в магазинах можно купить такие сыры, которые в России купишь только на фермерском рынке. А если сравнивать там Дикси, пятерочку, копеечку с теми же Мигросами, то это не в сравнении с нашей страной, к сожалению. Море теплое, понятно, что сюда тянет как магнитом, и хочется и переехать, и прожить остаток жизни, или построить семью здесь, или еще что-то очень многим. Но просто подходите к своему переезду с умом, просчитайте свои возможности. А не просто наслушавшись блогеров, рванули, продали все, приехали, хоть это покупка квартиры, хоть аренда, хоть замужество. Просчитывайте все от и до, по несколько раз. Просчитывайте с таким учетом, чтобы в любом случае у вас был плацдарм к отступлению. Что если вдруг что-то не так здесь, или мало ли что, чтобы вы смогли комфортно проживать в своей стране, вернувшись туда. И тогда все будет хорошо, тогда вы будете жить в Турции с улыбкой, с радостью, все вам здесь будет нравиться, и не будет никаких негативных отзывов. А, это Турция, а, это то, а, это сё. В основном люди транслируют то, что у них внутри. Поэтому, чтобы было у вас все хорошо, я всем желаю именно этого. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы и мечтайте, визуализируйте, но в то же время, как говорится, отмеряйте. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну, на позитивной ноте хочу закруглиться сегодня. Кто случайно забрел на мой канал, подписывайтесь, приглашаю всех. Буду очень рада новым зрителям и подписчикам. Спасибо всем тем, кто комментирует, оценивает лайками мои видео, мои старания для вас, мои хорошие, дорогие. Всех люблю, всех обнимаю. И напишите, нравится ли вам формат таких болтологических видео, потому что не всегда, если честно, хочется куда-то ехать. Вот в последнее время меня просто какая-то лень накрыла. Поэтому как вам такой формат? Если мы с вами будем чаще встречаться, что-то обсуждать, болтать, напишите в комментариях. А так, спасибо всем за внимание, всего хорошего. Надеюсь, что у всех все получится. И не переставайте, мечтайте. Знаете, когда мечтаешь и визуализируешь свои мечты, то они обязательно получаются каким-то волшебным образом. Поэтому, несмотря ни на повышение коммунальных платежей, ни на повышение стоимости аренды и стоимости продажи жилья, я думаю, те, кто представляет себя уже в Турции, те, кто мечтает сюда переехать, у всех все получится. Всем пока!